Сегодня мы представляем вашему вниманию Тома Голда, который приехал специально для того, чтобы увидеть, во-первых, эскиз по своему комиксу, во-вторых, встретиться со своими читателями, то есть с вами. И мы его приветствуем, а также его переводчика Анну Шульгат. Том. I suppose I should start by saying thank you very much for coming along tonight, and thanks very much to the Arlequin Festival for inviting me here and for putting on such an amazing performance of my comic book Goliath. Ну, наверное, нужно начать с того, чтобы поблагодарить вас всех за то, что вы пришли сегодня сюда. И еще я хочу поблагодарить фестиваль «Арлекин» за то, что они меня пригласили в Петербург, и за тот прекрасный эскиз по моей книге «Голиаф», который я вчера смог увидеть. And I should also say thanks to everyone who's helped look after me while I've been here, and to Doме and Бумкнига for inviting me. И еще я хочу поблагодарить всех, кто здесь за мной присматривает, обо мне заботится. Это, конечно же, Дима Яковлев и Бумкнига, которые тоже участвуют здесь вот в моем замечательном путешествии. I came here because of the comic book adaptation of Goliath, but I'm mainly going to be talking about my short comics, the most recent collection of which is called Baking with Kafka. And I'm going to read a few of the cartoons from it and some other short cartoons and talk a little about how I make them. Я приехала опять-таки сюда в связи с Арлекином, и потому что вот по моему комиксу «Голиаф» был поставлен эскиз. Но сегодня я поговорю о своем недавнем комиксе, который опубликован, перевод которого опубликован в России, «Готовим» с Кафкой. И я немного почитаю из этого комикса и из других комиксов тоже. And we're going to do our best to make the comic timing work, even with the translation. Ну и поскольку все-таки придется с переводом работать, мы попытаемся, чтобы, так сказать, вот этот комедийный темп как-то поддерживать, чтобы это было действительно забавно. So this is the first short cartoon. It's called 7 Reasons I Didn't Visit the Spectacular Historic Site on My Holiday. Это первый комикс, он называется «7 причин, по которым я не посетил историческую достопримечательность во время отпуска». Monday, jet lag. Понедельник, jet-lag, международное слово. Tuesday, bad directions. Вторник, неправильные указания, как пройти. Wednesday, delicious local liqueur. Среда, вкуснейшая местная наливка. Thursday, misunderstanding with the authorities. Четверг, разногласия с властями. Friday, bought the wrong ticket. Пятница, купил не тот билет. Saturday, rain. Суббота, дождь. Sunday, closed for festival. Воскресенье, закрыто в связи с праздниками. I like to make these cartoons, they quite often follow systems or lists. I like to play with alphabets and the days of the week, and quite often just putting together a funny list is a good way to start making one of these cartoons. Ну, вот когда я придумываю свои комиксы, мне нравится пользоваться какими-то списками, да, это может быть, допустим, дни недели, то есть мне нравится вот какая-то каталогизация, как прием при создании комиксов. This is the comic which gives the cartoon its title. It's called Baking with Kafka. And I tried to imagine a kind of TV show where Kafka was baking very happy cakes. So the first week is lemon drizzle cake. Ну вот это тот самый комикс, который дал название вот этому сборнику комиксов «Готовим» с Кафкой. То есть я представил себе, что это такое кулинарное шоу, где предлагается готовить, такая программа «Смак» с Кафкой. Да? Вот. И вот, например, на этой неделе готовится такой очень вкусный лимонный пирог.
And he's actually saying some real quotes from Kafka's diary and from his letters. So the first one is, I have the true feeling of myself only when I am unbearably unhappy. И на самом деле используются цитаты из самого Кафки, из его дневников. И вот первая такая цитата: «Я по-настоящему ощущаю себя только тогда, когда я невыносимо несчастен». To die would simply be to surrender a nothing to the nothing. Умереть означало бы просто, так сказать, принести ничто в жертву ничему. And then the last one, the meaning of life is that it stops. Next week, banoffee pie. Да, и последняя цитата — это что смысл жизни в том, что она прекращается, а на следующей неделе бананово-кофейный пирог. Do you have banoffee pie in Russia? У нас есть бананово-кофейный пирог. No. No. It's a sort of sticky toffee and banana, sort of a bit like a cheesecake almost. Ну, это такой чизкейк, но он вот такой вот липкий и рисочно-банановый. But we have a lot of Kafka in Russia. Okay. Ну, Кавки у нас хватает в России. And the thing with these cartoons is I'm sort of balancing silliness and thoughtfulness, and that kind of opposition I think is interesting. I think if the cartoons were just silly, they would be less funny, and if they were just serious, they'd be rather boring. So I try and make those two things play off each other. Ну и вот в этих комиксах я стараюсь соблюдать такой баланс между, ну, как бы такими забавными и даже глуповатыми вещами или такими поверхностными и достаточно серьезными какими-то такими размышлениями. То есть мне кажется, что если бы был крен только в одну сторону, было бы неинтересно. А вот этот баланс между таким легким и серьезным, он и дает какой-то вот хороший, так сказать, темп и хороший тон этим комиксам. This image is the cover of the section of the newspaper, The Guardian, where these cartoons appear. It's called the review section, and it's all about books and literature and things like that. Да, это вот как раз, так сказать, обложка раздела, значит, газеты Guardian, да, одной из крупнейших британских газет, вот где как раз, так сказать, помещаются эти комиксы, вот. And so I make a cartoon for them every week, and I think some people imagine that I constantly make cartoons about literature because I'm completely obsessed by books. And it is partly that I love books, but it's also that it's a job and I have to do a cartoon every week. Ну и действительно, я каждую неделю должен вот создать какой-то комикс именно для Guardian, и поэтому многие люди думают, что я исключительно создаю комиксы о литературе. Ну, с одной стороны, я действительно очень интересуюсь литературой и многое времени посвящаю, но в то же время я просто, вот это моя работа, каждую неделю предоставить очередной комикс Guardian. And sometimes they might ask me to do a cartoon about a novel I haven't read, which can be difficult, and then I have to use Wikipedia or something to figure out the details. But I actually want the cartoons to be funny even if you haven't read the novels. So sometimes I can make a cartoon which isn't about the details of a novel, but is about the public understanding of that novel. Ну, иногда, надо признаться, меня просят сделать комикс о каком-то произведении, которое я не читал, и тогда я пользуюсь Википедией или еще какими-то источниками, откуда я могу узнать, так сказать, подробности этого произведения. Но в то же время иногда мне нравится сделать комикс даже не столько о самом произведении, да, не столько вот обо всех, так сказать, его деталях, сколько о некоем, так сказать, общественном восприятии того или иного произведения. Вот мне это тоже кажется интересным. And this was unusually this week in the magazine, the image I've chosen to show. I don't usually draw the cover for it, but this week they hired me to do a cover because it was all about time travel. So I had this idea of a time traveler taking a selfie with a caveman. Да, и вот это как раз была неделя, когда я сделал именно я сделал обложку вот для этого, так сказать, раздела в газете. Обычно они меня не просят это делать, но тут я сделал, вот, поскольку весь раздел был посвящен путешественникам во времени. И вот здесь вот у меня изображен такой путешественник, значит, с пещерным человеком в обнимку, делающий селфи. So
to give an example of how these cartoons come about, there might be an article on the Guardian newspaper, such as this one, which was about snobs in literature. Да, ну вот, например, откуда берется, так сказать, что является источником вдохновения для этих комиксов? Вот, например, была статья о величайших снобах в литературной истории. So they usually send me an email on a Tuesday, and they'll say, we want a cartoon, something to do with snobs, and I have until end of the day, Wednesday, to come up with a cartoon. So it's all done quite quickly. Да, и мне достаточно быстро нужно что-то придумывать, потому что, допустим, во вторник они мне пишут, что вот нам нужен комикс о снобах, и уже так сказать, в конце дня, в среду, я должен им что-то предоставить. То есть это такой достаточно быстрый процесс. So I'll take my sketchbook, and I'll go for a walk and have a coffee, and I'll draw, doodle lots of ideas in my sketchbook, and later on I'll show some pages from that, and try and come up with an interesting way to look at the theme, maybe not the way people would expect. И обычно я иду на прогулку со своим альбомом для зарисовок, да, делаю там очень-очень много всяких зарисовок, ища вот эту интересную какую-то, так сказать, идею такого комикса. И обычно я стараюсь, найти что-то оригинальное, какой-то непривычный взгляд вот на известную тему. And one of the things that occurred to me when I was thinking about snobs was the story of the town mouse and the country mouse, and I thought I like to find a way to get unexpected things into the Guardian review, and not for all the cartoons not to be highbrow, but to play with children's stories or science fiction or fantasy novels or something like that. Ну и вот, например, одной из, так сказать, идей было обратиться вот к истории, так сказать, городской и деревенской мыши. То есть я вообще стараюсь, чтобы это не было, таким вот сверхинтеллектуальным, да, а обращаюсь, может быть, к каким-то сюжетам из детской литературы, и это может быть фантастика, то есть, вот самые разные, так сказать, жанры и сюжеты. So I like the character of the country mouse and the town mouse, and the town mouse being this funny, snobbish, rude character seemed like a good pairing for this cartoon. Да, и вот мне очень нравится эта идея про городскую и деревенскую мышь. Вот городская мышь мне показалась таким отличным примером сноба, потому что она такая высокомерная, да, и, так сказать, нагловатая. Вот мне показалось подходящим вариантом. And I'd already made a comic book about a comic story about the town mouse and the country mouse. And in this original version, which was for a book of children's comics, I just retold the story exactly in the classic manner. Да, и тут вот я решил, так сказать, рассказать эту историю в такой классической, да, так сказать, в классическом варианте. So it was a two-page story, and it's the classic thing of the town mouse coming to stay with his friend and being rather snooty about his friend's life and saying, "Oh, cousin, how can you put up with poor food such as this? I suppose one cannot expect any more in the countryside." Да, и здесь, так сказать, вот городская мышь посещает деревенскую мышь и говорит о том, что, ой, что же у тебя такой ужасный вообще рацион, чем же ты тут питаешься? Впрочем, наверное, что еще можно ожидать от деревенского жителя, каких изысков? So I like these two characters, and I've written this new version called Town Mouse. Да, и я написал еще одну версию, которая называется «Городская мышь», а тут мы воспользуемся готовым переводом Виктора Меламеда, который вот как раз опубликован в издании «Готовим» с Кафкой. I think I shall pay a visit to Country Mouse. His backward ways never fail to make me feel better about myself. Нанесу визит деревенской мыши. Его отсталость всегда поднимает мое самомнение. Ah, hello, hipster mouse. What are you doing here? Привет, мышь-хипстер. Что ты тут делаешь? I'm Airbnb-ing Country Mouse's place while he's on holiday. Я снял дом деревенской мыши на Airbnb, пока он в отпуске. Holiday? В отпуске? Oops. Yes, he started a Simple Mouse vlog and lifestyle brand, which made millions.
Да, его влог «Простая мышь» и личный бренд принесли ему миллионы. He's gone yachting with super rich mouse. Он в путешествии на яхте с мышью-миллионером. Well, well, Country Mouse has certainly moved up in the world. I'll call him. Perhaps I can join them. Ну что же, деревенская мышь поднялся. Позвоню ему, вдруг смогу к ним присоединиться. Incoming call, Town Mouse. Входящий звонок. Городская мышь. No answer. How odd. I'll try him again later. Не отвечает. Странно, попозже перезвоню. The end. Конец. And this is one of the sketchbook pages where I was working out what to do with these characters. And I realized I wanted to play, as I often do in my cartoons, on the audience's knowledge of the story. Ну и вот это как раз наброски к этому комиксу, чтобы можно было видеть, как он создавался. Вот. И мне как раз очень нравится играть, вот опять-таки, с отношением читателей к той или иной истории. So there's not only the story I'm telling in the cartoon, there's also the story that's in the audience's head, kind of what they expect, the original version, and the kind of gap and the way I play off those expectations is hopefully amusing. То есть помимо собственной истории, которую рассказываю в комиксе, да, я всегда, так сказать, думаю вот о восприятии публики, да, восприятии читателей, и вот о том, ну, как вот они к этому отнесутся, да, к тому, так сказать, зазору между вот оригинальной, привычной историей и вот тем, что предлагаю им я. And the other thing is these cartoons in The Guardian appear very small, so I often have to edit the cartoons to make them fit in the space. And I was very disappointed I didn't manage to get Suburban Mouse, who plays golf and is a sort of very ordinary fellow. He had to be cut for there wasn't enough space. Ну и, так сказать, приходится иногда, ну то есть не иногда, а вообще приходится приноравливаться к тому, чтобы, ну вот к масштабам, которые там в Гардиане, да, чтобы у меня все поместились, поэтому приходится поменьше делать этих персонажей. И вот, к сожалению, мышь, так сказать, живущая в пригороде, у меня не поместилась, а вот она играла в гольф, и очень хотелось, чтобы она тоже оказалась на странице газеты. So again, people often think the cartoons are very small and minimal because that's my taste, and it is, but it's also caused by the fact that The Guardian gives me this specific size. So some of these decisions are artistic and some are more placed on me, more commercial decisions. Ну, то есть то, что вот эти вот персонажи такого маленького размера, отчасти объясняется тем, что да, и мне самому нравится, чтобы они были небольшими, но и все-таки я должен соответствовать требованиям вот Guardian, то есть частично это мое решение, а частично это вот требования, так сказать, газеты, требования работодателя. And since we're talking about the town mouse, country mouse, I've got one last version, which I guess also relates to my point about systems and playing with lists of things. Ну и вот поскольку мы говорим опять-таки о городской и деревенской мыши, я еще вот к одной версии хочу обратиться, поскольку тоже она, так сказать, вот касается вот этого отношения. Да, она еще опять-таки относится вот к этому моему интересу к систематизации, да, к созданию каких-то списков, каких-то систем вещей. Okay, so we have the classic version. Вот у нас есть классическая версия. Science fiction. Научно-фантастическая версия. Action adventure. Ну, такой, так сказать, приключенческая, да, экшен, боевик. Horror. Ужастик. Experimental. Экспериментальная. Murder mystery. Ну, такой детектив мрачный с убийством. That's the end. Вот конец. It's also fun to set up these systems where I'm drawing the two mice and the plant in the middle or whatever, and
then you can play with those very simple things by just changing them a little to cause an unexpected thing. Ну вот очень интересно, да, что вот можно взять действительно там двух мышей, поместить между ними какое-то растение, а потом вот играя с различными версиями вот этого сюжета вызывать совершенно какие-то неожиданные реакции у публики. Now, in the UK, we do have cartoons, but they're still not taken terribly seriously for adults. And still the most seriously accepted cartoons are political cartoons. Да, на самом деле в Великобритании у нас тоже, так сказать, комиксы существуют, но как-то их не очень всерьез воспринимает публика. И надо сказать, что вот как бы серьезно у нас относятся к политическим таким комиксам, к политическим карикатурам. Вот их воспринимают всерьез. So people, particularly older people, friends of my parents, assume if you're a cartoonist, you're doing political cartoons. And I actually very rarely do political cartoons. I've never found a way to do it that's terribly satisfying. But occasionally I do get given a theme by The Guardian, which is political. Ну и надо сказать, что вот какие-то люди постарше, там, допустим, поколение моих родителей, они думают, что если я рисую карикатуры, то это обязательно политические карикатуры. Хотя, опять-таки, я не очень этим интересуюсь и не получаю большого удовольствия от этой работы. Но время от времени Guardian заказывает мне карикатуры на политические темы. And sometimes I do try and make a political statement, but more often I just try and do something silly and amusing. And that's what I did when they asked me to do a cartoon. It was all about the various referendums we'd had in the UK. Ну и иногда я действительно, то есть я, конечно, стараюсь, иногда я тоже какие-то политические, так сказать, высказывания, да, выражаю в своих карикатурах, но в основном мне хочется, ну, тоже что-то такое смешное, забавное, развлекательное создавать. И вот такой комикс небольшой, навеянный вот нашими референдумами, да, вот последними событиями, которые происходят в Великобритании. Okay, so this one's called Some Alternative Voting Systems. И вот этот комикс называется «Какие альтернативные системы голосования?» Murder Mystery. Детектив с убийством. Candidates are invited to spend a week in an isolated country house. Votes are cast every day, and by night, whoever has the lowest number of votes is murdered in an unusual manner. Кандидатов приглашают провести неделю в уединенном деревенском доме. Каждый день проводится голосование, к вечеру подсчитываются голоса. Набравшего наименьшее число голосов убивают необычным способом. Epic fantasy. Эпическое фэнтези. Candidates are taken to the realm of darkness, where they are imprisoned in ice. Voters must defeat the undead, then use their ballot papers to make a fire and melt the ice of their chosen candidate. Кандидатов уносят в царство тьмы, а там заключают в ледяную тюрьму. Избиратели должны победить нежить, а потом разжечь костер бюллетенями для голосования, чтобы растопить лед вокруг избранного кандидата. Magic realism. Магический реализм. Candidates are turned into cats who dance in the moonlight to a flute played by a 100-year-old woman. Ballot papers are thrown down a well, and the winner's name appears in an avocado. Кандидатов превращают в кошек, и те танцуют в лунном свете под аккомпанемент столетней старухи, играющей на флейте. Бюллетени для голосования сбрасывают в колодец, а имя победителя появляется в авокадо. Is that Russian for avocado? Yes, Avocado. avocado. Okay, I've learned a new word. And as I said before, I think of these cartoons often walking around London or sitting in a cafe or riding on a bus in London. So often they begin in my sketchbook as quite wobbly, very simple drawings. But I think that kind of helps that they start simple because I actually want the finished images to be very simple and legible.
Ну, как я уже сказал, я придумываю эти карикатуры в дороге, когда я езжу по Лондону или гуляю. И поэтому действительно вот они начинаются с таких вот набросочков, да, таких немножко, так сказать, неверных, таких каких-то кривоватых. Вот. Но в принципе мне нравится эта идея, потому что я и хочу, чтобы вот эти персонажи, эти изображения были достаточно простыми. And in some of the graphic novels I've done, where I've got more space to play with, I might spend more time on the drawing or make it a bit more detailed. But for these very small cartoons, where really the point is to communicate a joke, I prefer to use a very simple pictorial language. Ну да, если речь идет, допустим, о более каком-то крупной форме, да, вот как графический роман, там, может быть, я более детально работаю над этими персонажами, как-то их, так сказать, да, более детально разрабатываю. Но вот в этих небольших комиксах, небольших карикатурах у меня достаточно простые изображения. And I often use these stick figure characters. There's a selection of them here from various cartoons. And I think of them almost like a font. I'm not trying to make a beautiful drawing that the reader will stop and admire. They're a reader, and the drawings are there to be read. I want them to be attractive, but the most important thing is that they communicate and the joke hits clearly. Да, и вот вы видите, что я использую таких вот человечков, да, то, что называется палка-палка огуречек, вот и вышел человечек, потому что я отношусь к ним даже уже не столько как к изображениям, да, вот каким-то прекрасным, которыми можно наслаждаться, а, собственно, как к шрифту, да, как вот каким-то иероглифом. То есть каждый вот этот человечек, главное, чтобы он донес смысл, чтобы он донес шутку, да, так сказать, читателя, да, или до зрителя. То есть они не должны быть слишком какими-то красивыми, сложными. Also, while I remember, if anybody does want to know anything more about the longer cartoons and my graphic novels, then I think we'll have some questions at the end, so you can always ask me anything we haven't covered then. Но если вас интересуют вот именно графические новеллы, графические романы и вот эти более сложные персонажи, то мы можем об этом тоже поговорить, потому что пока что вот я говорю о более коротких произведениях. This is a photograph of a small sketchbook. I have a slightly bigger sketchbook that I carry around in my rucksack, and I also have a very small sketchbook which just goes in the pocket of my jacket. And I always carry it around so I can note down anything that seems funny, or if I'm just on a train and have some time to spare, I'll make some little doodles in there. Ну да, у меня есть, так сказать, такая вот книжка, такой альбом для зарисовок побольше, а есть вот такая совсем небольшая книжечка, которую я всегда ношу с собой, и если мне приходит какая-то мысль в дороге, я сразу же могу сделать там небольшой набросок. And this is helpful because not only do I make a cartoon every week for The Guardian, I also make a cartoon about science for New Scientist magazine. So that's 2 cartoons every week, and I can't always be sure that I'm going to have 2 good ideas in a week. So it's good to have some sketchbooks I can flick back through and try and find something which works or something that will maybe just inspire me to come up with a new idea. И это очень здорово, что вот у меня есть такая книжка, потому что я ведь кроме Guardian еще в научный журнал должен тоже каждую неделю предоставлять карикатуру. И все-таки это не так просто каждую неделю вот 2 каких-то свежих идеи придумывать. Поэтому я часто пролистываю эту книжечку и, может быть, нахожу там какие-то вот вещи, которые можно использовать, которые меня вдохновляют на новый рисунок. And one of the other ways I come up with cartoons is doodling in the sketchbooks, or hopefully just finding in an old sketchbook a really nice idea which works. But the other thing I do is sometimes just invent 2 characters and come up with a conversation and start them talking. Ну и вот, как я уже сказала, иногда я использую какие-то свои зарисовки, какие-то вот идеи или наметки идей, которые уже были раньше. Иногда я просто беру каких-то 2 персонажей и вот придумываю диалог для них. And The Guardian asked me to make a cartoon about failure, and it was to accompany an article where people like J.K. Rowling or other incredibly successful authors would tell you how to deal with failure. And it seemed to me the person who
it would be rather insulting for J.K. Rowling to tell you how to deal with failure when she's such an amazing success. So I immediately started thinking about a conversation between someone who was a failure and someone who definitely thought they weren't. Ну и вот этот, например, этот комикс, эта карикатура я придумал, когда меня Guardian попросил проиллюстрировать статью о неудачах. Ну, это такая была статья, где люди вот типа Джей.Кей Роулинг рассказывали читателям о том, вот как переживать неудачи. И мне показалось, что это, в общем, так, даже отчасти оскорбительно, когда такой успешный человек, как Роулинг, рассказывает, видимо, менее успешным людям о неудачах. И вот я решил показать двух таких персонажей, один из которых совсем неудачник, а второй вот как бы с ним, так сказать, находится в диалоге. Failure. Неудача. I am an abject failure. Я жалкий неудачник. Better a failed fountain than a successful puddle. Лучше неудачный фонтан, чем удачная лужа. I suppose. Наверное. Failure plays his trumpet at dawn, but success rides his bicycle through the woods at night. Будущее трубит в горн на заре, а успех едет на велосипеде ночью по лесу. What? Что? Failure is to success as a thimble is to a rhinoceros. Неудача и удача, как наперсток и носорог. Please stop now. Пожалуйста, остановить. So I had a lot of fun once I'd invented these two characters. You can see in the notebook here I'm trying to work out what they should look like. And the little character, I just thought the crown on his head made him seem like the sort of lucky person for whom everything goes well. Ну и вот, как вы видите, я, так сказать, придумывал, так повеселился, придумывая этих персонажей, вот какой формы, так сказать, они должны быть. И я подумал, что вот этот вот как бы успешный, это вот такое вот, да, существо с короной на голове, которому просто очень везет. И поэтому, на самом деле, никаких неудач он и не знает, ему просто везет. And his friend is this kind of heavier, purple, sad character. So once I had those characters, I really felt I was on my way to having a funny cartoon. Ну да, а вот этот вот неудачник, это такой, так сказать, темно-фиолетового какого-то цвета, действительно неудачливое существо, с которым всегда все плохо. И вот придумав их, так сказать, я нашел вот этот вот, ну как бы ключ вот к этому диалогу и к этой теме. And then I had to spend a lot of time inventing these silly phrases which the annoying little guy with the crown on his head would say. So I came up with another one here is, don't let the bird of failure build a nest in the tuba of success. Ну и вот я тут тоже очень поразвлекся, придумывая вот всякие фразы, которые говорит этот как бы приободряющий, значит, персонаж в короне. И вот одна такая фраза, значит, не позволяй птице неудачи выстроить, то есть, значит, свить гнездо в тубе успеха. Good work. So with something like this, it's the thing is, I want to come up with these things, and I want them at the beginning. The first one is actually, I was quite proud of it. I think it's quite a good little statement. But then the idea was they get sillier and sillier. Да, и на самом деле, так сказать, какие-то вот эти высказывания мне казались вполне успешными, как так сказать, высказывания. Но идея была в том, чтобы сделать их такими довольно глупыми и абсурдными. И чем дальше, тем абсурдней и как бы нелепее они должны были быть. This was another cartoon I did called The Angry Mob. And I wanted it to be like an infographic where you could see how angry the people were based on a color key. Но это вот карикатура под названием, так сказать, «Разъяренная толпа». И тоже она сделана по принципу вот такой инфографики, да, когда цветами обозначаются, так сказать, разные зоны, да, где там кто более сердитый, кто, значит, менее сердитый, как бы вот оттенки, разные оттенки вот этого гнева. So if we read from the top down, we've got boiling with rage. Если, так сказать, вот идти сверху вниз, то просто кипящий, так сказать, от ярости. Very angry. Очень разгневанный. Angry but not sure why. Рассерженный, но непонятно почему.
a tiny bit angry, немного сердитый, not sure, неуверенный, не знающий, pretending to be angry, притворяющийся сердитым, and just likes being in a mob. и кто-то, кому просто нравится быть в толпе. So one of the things that I was talking about, bringing opposites together to make cartoons, I also like the idea of bringing different visual languages together. So the cartoon mob guy is from a kind of children's book world, but then the whole thing is presented using this sort of rigor of an infographic. Ну вот, как бы я говорила о том, что да, мне нравятся вот какие-то контрастные вещи в моих комиксах, карикатурах. Вот здесь тоже я беру как бы вот этого человечка, который похож на такое вот изображение из какой-то детской книжки, но в то же время вот эту систему цветов, да, которую можно увидеть там в какой-то инфографике, то есть какой-то серьезной, там на серьезной какой-то карте, то есть немножко из другой системы. And I have two daughters, and my youngest daughter is a real critic of my work, and she always tells me the colors are not bright enough. I showed her the angry mob, and she says the colors are lovely, and I love the blobs. So her advice to me now is brighter colors and more blobs. Да. И у меня две дочки, и вот моя младшая дочь, она такой самый, так сказать, критик суровый моих произведений. Она всегда говорит, цвета недостаточно яркие. А вот эта карикатура ей как раз понравилась, потому что и цвета тут яркие, и вот эти фигурки, так сказать, такие пузырьки, значит, тоже ей очень понравились. Так что вот она сказала продолжать в этом направлении. One of the ways I can make cartoons is to take something serious and look at it in a silly way. But there's also an opposite direction where I can take something in a story or a work of art which we accept in the story, but then present it in a very flat, real-world way, which kind of makes it seem a bit absurd. Ну и, так сказать, есть вот два тоже пути, по которым я иду, создавая комиксы. Да, можно о чем-то, так сказать, серьезном говорить, так достаточно весело как бы и легко. Вот. А можно взять какую-то историю, какой-то рассказ, который мы воспринимаем тоже достаточно серьезно, но посмотреть на нее тоже таким, довести ее до некоего абсурда. This one references Charlie and the Chocolate Factory by Roald Dahl. I don't know, is that a book that's known in? Yes. Yes. Вот, то есть это, так сказать, ранее неизвестные финальные главы Чарли и шоколадной фабрики, которую, естественно, мы в России знаем. And I think this cartoon was actually, I think they did find some early drafts of Roald Dahl's Charlie and the Chocolate Factory in his papers, and there were some differences, and that kind of set me off on this version. Ну, вообще-то я узнала, что действительно у Роальда Даля были какие-то более ранние наброски, в которых, которые отличаются вот от существующей, да, версии, и поэтому я и подумала о том, чтобы придумать вот какие-то свои, так сказать, вариации на эту тему. Previously unknown final chapters of Charlie and the Chocolate Factory. Ранее неизвестные финальные главы Чарли и шоколадной фабрики. Chapters 31 to 35. Charlie attends various health and safety courses and management seminars. Главы с 31 по 35. Чарли посещает разнообразные курсы по безопасности на производстве и менеджменту. Chapter 36. Charlie fends off an aggressive takeover by Nestle. Глава 36. Чарли отражает попытку враждебного поглощения от Nestle. Chapter 37. Charlie renegotiates contracts with the Oompa Loompa unions. Чарли перезаключает контракты с профсоюзами Умпа-Лумп. Chapters 38 to 39. Charlie diversifies into non-confectionery areas, increasing profits 2,000%. Глава 38. Чарли диверсифицирует производство в некондитерские области, увеличивая прибыль до 2000%. So when I sat down and thought what might happen at the end of Charlie and the Chocolate Factory when this boy's actually running a chocolate factory, once I realized if I just presented some rather sensible ideas of what you'd have to do to run a chocolate factory, then it became rather absurd and rather sad for poor Charlie, I think.
Ну, это просто действительно, когда я подумала о том, что вот если мы всерьез будем рассуждать о том, что было бы, если бы Чарли действительно стал руководителем этой шоколадной фабрики, то, в общем, понятно, что, наверное, ничем хорошим бы это не кончилось, а, в общем, действительно, бедный Чарли, можно было бы его только пожалеть. So here's the cover of Charlie and the Chocolate Factory, and also Dracula, which I'm going to, the next cartoon's about. It's always a decision as an artist what knowledge you assume your audience has. And these cartoons are in a literature part of the paper, so I can assume that the people who read it are interested in literature, but I certainly don't want the cartoons to feel exclusive and as if you have to have read a lot of very difficult novels to enjoy them. Ну, опять-таки, вот это обложки как раз Ральда Даля, Чарли, шоколадная фабрика и Дракула Брэма Стокера, поскольку, как я уже сказал, мои карикатуры, мои комиксы оказываются вот в этой части Guardian, посвященной литературе. Конечно, да, многое связано с литературой, но опять же я не хочу, чтобы все читатели думали, что они должны вот прям прочитать очень много произведений и все знать во всех деталях. Вот, в принципе, так сказать, можно и достаточно, так сказать, и, видимо, с достаточно поверхностным взглядом можно получать удовольствие от этих карикатур. So I might use a book like James Joyce's Ulysses, which I've never read, but is a useful idea of the hard, serious book that critics tell you should have read and nobody's read. So my cartoon will reference that rather than referencing the actual details of that book. Ну да, то есть как пример можно привести Улисса Джойса, которую сам я не читал, но, как мы все знаем, это та книга, да, такая великая, сложная, да, которую действительно многие не читали, но о ней принято говорить, как о такой сложной книге. Ну и вот я как раз готов скорее поиграть вот с восприятием этой книги, да, и, может быть, тоже с теми, кто ее не читал на самом деле или не понял, вот, нежели требовать, чтобы все читали Улисса. I did have a thing that happened that I kept using Jane Austen as a sort of good example of a Regency novel, and I'd never actually read any Jane Austen books, but it made me doing enough cartoons about, I think I did 3 in the end, and I thought, I should try reading one of these books, and it turned out to be brilliant, so that was good. Ну, опять-таки, как я играл, так сказать, с Джойсом, как с идеей очень сложной книги, также я прибегал к творчеству Джейн Остин, да, как пример, так сказать, романа эпохи регенства, но при этом сам я не читал Джейн Остин, но нарисовал 3 комикса на эту тему, и думаю, что, наверное, в конце концов я уже и прочитаю Джейн Остин. But almost the most useful books for me are books like Charlie and the Chocolate Factory or Dracula, which people know a lot about, and they also have a very clear visual idea, which I can play off in the illustrations. Но, конечно, наверное, лучше всего, удобнее всего мне вот как раз с такими книгами, как «Чарли и шоколадная фабрика» или как «Дракула», потому что большинство людей действительно читали эти книги, знают их, вот, и действительно можно, так сказать, вот, и они такие очень визуальные, да, поэтому, конечно, это хороший источник для моих комиксов. So the Guardian asked me to make a cartoon. I think it was maybe an anniversary of Dracula's writing or something, and they asked me to make a cartoon about Dracula. И опять-таки Guardian попросил меня сделать комикс о Дракуле, потому что, может быть, это был какая-то годовщина, какой-то юбилей этой книги Брэма Стокера. И вот я об этом сделал комикс. Oh, I should read the title first. Airbnb reviews of Castle Dracula. Отзывы о замке Дракулы на Airbnb. Old world charm. Очарование старины. As the host says, the walls of my castle are broken, the shadows are many, and the wind breathes cold through the broken battlements. But we were enchanted. Thanks, Count. Хозяин говорит: стены моего замка разрушены, здесь множество теней, и холодный ветер прорывается сквозь разбитые бойницы. Но мы были очарованы. Спасибо, граф. Bring earplugs. Возьмите с собой затычки для ушей. I was kept awake by the howling of wolves. Host was completely unsympathetic. Just said, the children of the night, what music they make, and crawled out of the window.
Волчий вой не давал мне уснуть. Но хозяин не проявил никакого сочувствия, только промолвил: «Дети ночи, какую музыку они создают!» и выполз из окна. Don't bother. Не стоит ехать. My wife was bitten by something in the night and has become an undead monstrosity with wanton desires and an unquenchable thirst for human blood. Also, terrible Wi-Fi. Мою жену кто-то укусил в ночи, и она стала чудовищной нежитью с непристойными желаниями и неутолимой жаждой человеческой крови. А еще там ужасный Wi-Fi. So I had a very strange afternoon making that cartoon where I was hunting for quotes from Dracula which related to his house. I was also reading lots of Airbnb reviews to try and get that language correct. Ну и вот когда я создавал этот комикс, я с одной стороны читал цитаты я читал, так сказать, Дракулу Брэма Стокера, да, вот цитаты, относящиеся к этому замку, к жизни в замке, а в то же время читал отзывы на Airbnb. Таким образом вот создавался язык этого комикса. And when I started doing these cartoons, I've been doing a weekly cartoon for The Guardian for almost 13 years now. And when I started, I was very much an illustrator who was using a few words to make a cartoon. But over time, I've got more interested in using the language and doing cartoons like this, which are really the humor comes out of the language more than the visuals. Ну и надо сказать, что я работаю с Guardian уже 13 лет, и в начале своего пути, конечно, я был в большей степени художником и больше, так сказать, работал над образами визуальными. Но чем дальше, тем больше, так сказать, я углублялся также в сферу языка и в то, чтобы, так сказать, вот юмор передавался словесно. And the great thing about having a weekly cartoon is The Guardian are very generous. They very rarely ask me to change things, and they've really left me alone to find my own way of making cartoons while still paying me a weekly wage and giving me an audience for my work. И я хочу похвалить вообще Guardian, потому что они действительно ко мне как-то очень добры и щедры. Они меня никогда не просят переделывать, да, что-то, то есть принимают мою работу, да, позволяют мне, так сказать, работать вот в моем стиле, ну и обеспечивают меня вот той аудиторией, которая читает эту газету. In a moment, I'll read a cartoon called Dog Philosopher, which was done for New Scientist magazine. I've been making these weekly science cartoons for three years now. А сейчас вот я прочитаю, сказать, комикс под названием «Собака-философ», который я придумал для научного журнала, с которым я сотрудничаю уже 3 года. And what happened was I'd occasionally make illustrations for New Scientist magazine, and I sent them a postcard to the art director who I worked with, and I said to him, if you ever want a weekly cartoon for your newspaper, or for your magazine, then I'd love to do one. Да, и вот этот журнал New Science, я с ними начал работать как иллюстратор и послал, так сказать, открытку вот их арт-директору и сказал, что если они захотят тоже еженедельный какой-то комикс от меня получать, я буду рад его для них сделать. And I was surprised. He said, yes, we'd love one. Come in and see the editor next week, which was a lot quicker than I expected. И гораздо быстрее, чем я мог ожидать, получил ответ от журнала, что да, действительно мы хотим такой комикс, приходите пообщаться с нашим редактором. And then I had this slight problem in that I can make cartoons about literature partly because that is one of the things I am interested in my personal life and I like to read, and I feel like my base level of literature knowledge was okay, whereas my base level of science knowledge was very low. Very low. Ну и тут как бы возникла такая проблема, потому что если мои познания в литературе, даже пусть весьма скромные, но мне кажется, что они как раз соответствуют вот тому уровню, на котором существует комикс, то мои познания в науке очень-очень малы, и вот тут я как-то, так сказать, заволновался, как же я буду работать с научным журналом. But I soon realized that the whole rest of the magazine was about being clever and sensible with science, and my job was to be like the Joker
and to make jokes which were just silly jokes, but they didn't completely insult the intelligence of scientists. So I try not to do anything which is totally scientifically wrong, but I don't worry too much about trying to be terribly scientific. Но тут я понял, что этот журнал действительно для умных, знающих людей, разбирающихся в науке. А моя задача быть таким шутником, да, который вот отпускает шутки, но в то же время как-то стараться не оскорбить вот этих вот ученых людей, ну вот лавировать, да, между, так сказать, вот как-то находить свой путь. Но сам я не обязан быть уж очень ученым и знающим для того, чтобы работать с этим журналом. So this one's called Dog Philosopher. И вот это называется «Собака-философ». Hold on, I need my text. I am a good boy. Я хороший мальчик. I know this because my master says so. Я это знаю, поскольку так говорит моя хозяйка. But how does she know? Но откуда ей это известно? Perhaps I only appear to be a good boy. Может, я только кажусь хорошим мальчиком? What does it even mean to be a good boy? То есть что это вообще значит, быть хорошим мальчиком? So many questions. Столько вопросов. Who's a good boy? Кто хороший мальчик? I am. Я! I'm not sure if actually philosophy is technically one of the sciences they cover in New Scientist, but I like the idea of, do you say that, good boy, to dogs here? Good boy, да, мы говорим же хороший мальчик собакам, да? Yes, we do. Yeah, okay, good. Да, то есть я не уверен, что философия, вот, так сказать, действительно входит в сферу того, о чем пишет этот журнал, но тем не менее вот я решил, так сказать, в этой области что-то сделать. Once I'd done that cartoon, often I do the cartoon and then it appears on the internet, and sometimes people, I think maybe they're trying to be helpful, but they point me to another cartoon which has already made that joke. Ну и поскольку мои карикатуры, мои комиксы появляются в интернете, иногда люди, ну, видимо, они хотят мне оказать услугу, но они мне как бы указывают на то, что вот уже была какая-то похожая карикатура на эту же тему. But with something like the idea of calling a dog a good boy, there's a kind of obvious way to take that. And I don't worry too much about being completely original with the cartoons. The point is to do them in my own way, and I kind of think that's what originality is about. Ну, поскольку, наверное, трудно уже сказать, кто первым, да, придумал говорить собаке «хороший мальчик», вот, то я могу сказать, что я стараюсь, чтобы мой стиль, да, был достаточно оригинальным и индивидуальным, вот, а идеи могут быть, ну, иногда и не самыми, могу не быть первопроходцем относительно какой-то идеи. And I thought at first that the scientists would be rather hostile to me making fun of them, but I've actually realized they absolutely love it, and any time I make fun of, say, marine biologists, I suddenly get lots of marine biologists tweeting the cartoon and sharing it, so that's really nice. Да. И я сначала как-то, ну, немножко был не уверен, да, вот как ко мне отнесутся ученые, но тем не менее они ко мне отнеслись очень хорошо. Допустим, я там что-то шучу по поводу, так сказать, морских биологов, и они очень даже хорошо откликаются, вполне, так сказать, с симпатией. This is another cartoon for New Scientist. It's called The Device. Да, это еще один, значит, комикс, он называется «Прибор». Я его переводила. Сейчас найду. Just a second. Okay, sure. Yeah. Well, I did a translation, so I can do it. Okay, sure. Yeah. The experiment takes a pair of twins. Да, значит, прибор. Эксперимент заключается в том, что берутся две сестры-близняшки. One continues her normal life with no changes. Одна из них живет совершенно обычным образом, ничего в ее жизни не происходит. While the other pilots a super-fast spacecraft across the solar system,
visiting all the planets and moons and spending a few days living on each. А другая на сверхскоростном, сверхзвуковом космическом корабле бороздит Солнечную систему, посещает все планеты и луны и проводит на каждой из них по несколько дней. When the astronaut returns, the device is used to measure how jealous her sister is. И когда космонавтка возвращается, то прибор используется для того, чтобы измерить, какую зависть испытывает ее сестра. And that was inspired by, there are a real pair of astronaut twins. They're both men. You maybe heard about them. One of them spent some time up in the International Space Station, and the scientists were fascinated by the comparison they could make between him having lived in space and his brother who stayed on Earth. Ну и действительно были два, так сказать, брата, да, близнеца, один из которых находился на Земле, а другой на космической станции. И вот действительно говорили о тех различиях между ними, да, между тем, кто на Земле, и тем, кто в космосе. And so I wanted to make something about that, and I often find with the science cartoons, the science concepts are often quite epic and grand and about the fate of the universe. And it's fun to play with that, but look at its opposite, just the ordinariness of everyday life and maybe the pettiness of sibling rivalry. Ну и тут тоже, так сказать, с одной стороны, да, вот поскольку это научный журнал, где говорится о каких-то таких великих вещах, о судьбе Вселенной, да, о судьбе Земли, то есть вот опять же противопоставить вот это, вот нечто высокое, такое величественное, ну вот обычной жизни человека, который просто находится на Земле, и ничего с ним такого не происходит. And I also try with the New Scientist cartoons not to always stick to the cliche of the scientist being a big-headed, bald man wearing a lab coat. Ну и вот с журналом, так сказать, «Новый ученый», да, New Scientist, я пытаюсь как-то, ну, так сказать, уходить от клише, да, потому что существует определенное это клише, ученый, такой лысый человек, вот в этом, так сказать, лабораторной форме. And so I always try, before I finish the cartoon, to see if it would be funnier or worse or better or just the same if I had female scientists instead of male scientists. And it's an interesting thing because I suppose as a man I naturally draw men. And by doing this, sometimes I find something funnier and more interesting with women. Да, и вот когда я делаю какой-то комикс или какую-то карикатуру, я всегда стараюсь подумать о том, а что было бы, если бы персонаж был не мужчиной, а женщиной? Получилось ли бы это смешнее, как-то страннее, или, может быть, осталось бы тем же самым? Потому что мне кажется, что как мужчина я скорее склонен создавать персонажей мужчин. And the last thing to say about this, I'll say about this cartoon is, it's an example of what's good for me about sketchbooks, is I had this idea about the twins in a sketchbook, and at the time I wasn't sure it quite worked, so I doodled it and wrote it down and then left it, and then a few weeks ago I needed to make a big batch of cartoons so I could come traveling here to Russia without having to draw cartoons, and I thought, oh well, the twins one will have to do. And when I actually drew it up, it turned to be one of my recent favorites. И получилось так, что опять же, когда вот возникла вот эта история значит, с космосом, да, с этими близнецами, поскольку я собирался поехать в Россию, мне нужно было, так сказать, ну, сделать побольше вот карикатур, чтобы их предоставить журналам. Вот. И тогда-то я вернулся вот к этой идее этих, значит, близнецов, и оказалось, что она очень хорошо сработала. So I think we're on to the last of the cartoons now. In this one, The Guardian asked me to make a cartoon about pigs. I think someone had written an article about pigs in literature, in maybe Animal Farm and Charlotte's Web and books like that. Ну, а тут, так сказать, Guardian попросил меня сделать карикатуру, комикс, посвященный свиньям, потому что, видимо, какая-то была там тема со свиньями, то ли, значит, ферма животных, да, скотский хутор Оруэлла. И вот возник этот комикс.
And that's the fun thing, which actually makes it easy for me to make a cartoon, or easier to make a cartoon every week for 13 years, is I think I'd run out of things to do cartoons about if I was choosing the themes myself. But the fact that one week to the next I can be told we want a cartoon about pigs or Jane Austen or Charlie and the Chocolate Factory is a good, it sort of takes some of the pressure off me. И, кстати, вот тут вот есть очень положительный аспект в том, что мне заказывают комиксы на определенные темы, потому что если бы я сам в течение 13 лет должен был бы придумывать, мне, наверное, было бы уже сложно, я бы уже исчерпал темы. А тут мне Guardian подсказывает там, про свиней, да, или еще там что-то. Это достаточно хорошо. So, here we go, the pig's cartoon. Have you noticed that the farmer has been using the words ham, bacon and sausages a lot lately? А ты заметил, что фермер в последнее время часто говорит ветчина, бекон и сосиски? Yeah. What do you think they mean? Да. А как ты думаешь, что эти слова значат? I'm going to find out. Я собираюсь это выяснить. Идет в библиотеку. Maurice, I've got some very bad news. Морис, у меня для тебя очень плохие новости. I think my favorite thing about that cartoon is him being called Maurice. I don't know what made me choose that name, but it's such an un-pig-like name. I really was very happy with it. В принципе, мне больше всего в этом комиксе нравится, что свинью зовут Морис. Вот я не знаю, почему ее так зовут, но мне кажется, что это очень смешно, потому что это совершенно не свинячье имя. And that's what the cartoon looks like on the page. Вот так выглядит комикс на странице газеты. And this is a page of my sketchbook where I was working out the pig cartoon. Ну, а это вот страничка в моей, значит, записной книжке, где я как раз вот рисовал этот комикс. And the thing that can happen with these cartoons in the sketchbook is I might only fill a half or 2/3 of a page with ideas for one cartoon, but then when I'm working on the next one, I begin on the same page, and you get this funny thing of ideas which were never meant to be together being beside each other, and sometimes those two ideas can spark off a new idea. И вот тоже такой интересный прием. Иногда я делаю наброски для какого-то комикса, и поскольку я использую не всю страницу целиком, то я и наброски для следующего комикса начинаю делать там же. И тогда вот эти как бы две, казалось бы, разных темы оказываются на одной странице. И иногда из этого вот такого, опять же, контраста, из какого-то соединения несоединимого рождается какая-то интересная мысль. And you can see on this page, or maybe you can't see it, the text quite small, but in my thinking as I progressed across the page, I came up quite early with this idea of a pig wanting to know what the words ham, bacon and gammon or sausages were. But that's like half the job. And then the other half of the job is figuring out how to put that idea onto the comics page in a legible way. Ну и вот здесь, наверное, вам не очень видно, потому что текст достаточно мелкий, да? Но опять-таки, когда я работала над комиксом, вот сначала мне пришла эта идея действительно вот про то, как, значит, свиньи пытаются понять значение вот этих слов, сосиски, ветчина, бекон, вот. А потом уже я стала работать, собственно, вот над визуальным воплощением этой идеи. And what's good about the sketchbook is I can use it to scratch things out and redraw little versions. And if I was working directly on the computer, I'd probably use the undo key every time something went wrong. Whereas in the sketchbooks, the not quite right versions are there too. And sometimes you get to the end and think, oh no, that early version, even though it was a bit rougher, is actually the best one. И вот тут опять-таки, что хорошо, когда делаешь наброски от руки, что сохраняются и более ранние версии, и версии, которые показались менее удачными. Потому что если бы я делал это на компьютере, естественно, я бы просто стирал все, что мне не нравится, и сохранял только тот вариант, на котором я остановился. А здесь я как бы могу вернуться немножко назад и, может быть, использовать что-то из более ранних вариантов.
So I think that might be the last slide. Oh no, that's the last Да, slide. возможно, это. I think that's, I didn't double, that does say the end. Yes, Yeah, it phew, does. okay. I found it on the end of a film, I thought that must be right. Да, я нашел это как раз, так сказать, в конце, да, фильма и решил, что вот это и значит конец по-русски. So that's the end of my prepared talk. I don't know if anybody has any questions about the things I showed or things I didn't, but I'm very happy to answer any questions you have. Да, я завершил вот свое подготовленное выступление, а теперь буду рад ответить на ваши вопросы по поводу того, что я показал здесь или не показал. Добрый день, Том. Вы можете больше сказать. И его переводчица. Спасибо большое, что приехали к нам снова. У меня такой вопрос. Вот я читал книжку Остина Клейна, по-моему, если не ошибаюсь, и книжка называется «Кради как художник». Кради как художник? Да. So my question is, I read a book by Austin Klein. Austin Klein? Yes. Yes. And the name of the book is Steal as an Artist. Yeah, like an artist. Yeah. As an artist, like an artist. Like an artist, like yes. An artist, yeah. Мне кажется, что вся книжка, как бы, само название говорит само за себя. And I think that the title kind of speaks for itself. Но мне там было очень приятно увидеть имя Тома Голда. Он приводил вас в пример. But I was very pleased to see the name of Tom Gold in this book because the author was kind of setting you as an example. Он не set you as an example, он просто вас упоминал. Ну вы сказали, он приводил вас в пример. Ну, в пример, в смысле, не в пример, что, а в пример, что он упоминал. Но вопрос как раз в этом, наверное, и заключается. То есть крадете ли вы как художник и крадут ли вас как художника? И как вы к этому относитесь, когда вы крадете как художник, когда вас крадут? So that's actually the question. Do you steal like an artist, and do other artists steal from you? Well, I mean, Austin stole that quote from me. He never emailed me to ask, so I guess he was following his own advice. Да, Остин, видимо, последовал своему примеру и украл у меня эту книгу, даже, так сказать, не спросив. But I was very pleased to be in the book. Но я был очень рад оказаться в этой книге. But I think his main theme in the book is that people worry too much about originality, and I think especially when you're starting out, I know I worried that I was copying too much from my heroes. Но мне кажется, что тема вот этой книги в том, что люди очень беспокоятся, да, о том, насколько они оригинальны и что, насколько вот их идеи оригинальны. Потому что, по крайней мере, когда я начинал, я очень об этом беспокоился, очень боялся вот быть недостаточно оригинальным. But I think you can take an idea which someone else has had and be inspired by it and put it through your own personal filters and your own personal way of doing things, and I think you will end up with something original. But I guess there are people who don't do enough of that, digesting it, and do steal ideas. Но мне кажется, что можно вообще взять чью-то идею и как-то пропустив ее через себя, да, так сказать, через свою индивидуальность, свой стиль, создать что-то все-таки новое. Но, наверное, не все люди вот так вот умеют переваривать, да, и создавать что-то новое. А поэтому и получается, что как бы вот они крадут идеи. And yeah, I have seen a few cartoons where I felt like they had maybe been looking at my work not long before making it. То есть я видел какие-то комиксы, карикатуры, и мне приходила мысль, что, наверное, вот эти люди недавно увидели мою карикатуру на ту же тему, потому что слишком было похоже. And so, what did you think about that? How did you treat them? I just ignore it. I suppose I feel a bit sorry, really, for those people that they can't see that that's not a good way to make work. Ну, я на самом деле просто это игнорирую, и мне скорее жалко, в общем, этих людей, и как-то даже неловко за них, потому что они не понимают, что вообще так не делают, так не поступают.
Еще вопросы у кого-то, может быть, есть? Мне показалось, что самый частый герой вашего сборника про реактивный ранец — это Диккенс. Он тоже навязан Guardian или вы его действительно любите? А еще раз повторите, какого сборника? Про реактивный ранец. Вы просто завидуете моему реактивному ранцу. Я просто не могу расслышать. Первая книга с короткими комиксами для Guardian. So your first book with short comics for the Guardian, right? It was inspired by Dickens. Dickens was mentioned in it a lot. Just you mentioned Dickens so much, a lot in this book. Yes, yeah, I did. So did Guardian ask you to do this, or you really love Dickens? Да, то есть вас Guardian попросил, так сказать, Диккенса там упоминать, или это, так сказать, ваша была идея? Some of the Dickens cartoons, I don't exactly remember, but I think some probably came about because they wanted a cartoon about Charles Dickens, and some of the others came about because I suppose, like I was talking about books like Dracula, because we have such a clear idea of what a Dickens novel is, I can play with it, assuming that my audience will have certain knowledge about what a Dickensian novel is like. Да, но опять-таки, так сказать, о чем-то, да, меня, конечно, и просили, так сказать, да, упоминать там Диккенса, но опять же, как и в связи с Дракулой, да, все-таки у достаточно широкой публики существует вот это представление о том, что такое роман Диккенса, да, поэтому это тоже есть некое, так сказать, достаточно, так сказать, знание, да, общее, вот роман Диккенса, так же, как, так сказать, Дракула Стокера. I think also I read a really amazingly good biography of Charles Dickens written by Claire Tomalin around the time I was making those cartoons, and I was kind of incredibly impressed by him, not just as a writer but also as a man, so I suppose that fed into it too. И как раз в то время я прочитала очень хорошую биографию Клэр Томалин, вот как раз биографию Диккенса, и очень много узнал и о писателе, и, собственно, о человеке. И мне кажется, что, наверное, это тоже на меня повлияло. Еще вопросы? Здравствуйте. Я просто буквально вчера прочитал Голиафа. Вот, и у меня появился в связи с этим вопрос, просто я слышал, что была уже история по типу, что Голиаф, он был свободным художником и не хотел, собственно, никакой войны, то есть то же самое, что и в этом комиксе. То есть это ваша идея или эта идея взята где-то? So I read your Goliath comics yesterday. And I heard that there was a story already, there had been a story that Goliath was an artist and he didn't want to go to war, which is similar to what you say in your comics. Is that true? Oh, it might be. I've never heard of that story. No, I'd never heard of that. It's one of those things. Often artists find inspiration by coming up with opposites, and the idea of the opposite of what Goliath is would definitely be him, being something like an artist, or in my story, an administrator. Ну, я вот не знаю то, о чем вот вы говорите, да, с этим я не встречался, но мне кажется, что вообще художники, авторы, когда они обращаются к каким-то персонажам, да, даже к тому же Голиафу, может быть, им хочется думать о том, что он тоже был художником, а не, так сказать, вот воякой, да. То есть мне кажется, что такая история может быть. I mean, I'd be interested to read that book. И мне было бы интересно прочитать эту книгу. So I don't know the name of the book, but I overheard somewhere. Oh well, thank you. Спасибо в любом случае. Может быть, еще у кого-то есть вопросы? So what is your favorite book, and what was the last book you read, or the most recent book you read? Boy. Okay. Oh yeah. The most recent really good comic book I read
has just come out in Russian, in fact, or relatively recently, and it's called On the Camino by a Norwegian artist called Jason. Ну, на самом деле, самая последняя книга комиксов, которую я прочитала, и она вышла в России, это книга норвежского автора. На пути в Компостеллу Джейсон. Джейсон «На пути в Компостеллу». And it's Jason has been a big influence on my work from the beginning. He has a wonderfully quiet style of writing and a beautifully simple way of drawing and a really slow pace to his work. So I think we have a lot in common. Да, и надо сказать, что вот этот автор Джейсон, он на меня очень повлиял, так сказать, и в смысле изображений, и в смысле текста. У него такой очень спокойный, какой-то размеренный, так сказать, темп его работ, и мы с ним, мне кажется, в этом перекликаемся. And I'm also I'm reading a non-fiction book at the moment called To Be a Machine, which is about robotics and artificial intelligence, and it's a very funny book, and it's giving me a lot of inspiration for my science cartoons. И сейчас я читаю, так сказать, не художественную книгу, To be a machine. Под названием «Быть машиной», «Быть механизмом». Это книга о роботах, это книга об искусственном интеллекте. Она очень забавная и очень помогает мне в создании моих комиксов как раз для научного журнала New Scientist. And I suppose for my favorite book of all time, I mean, it's a very difficult question to answer, but certainly one of my favorite authors is P.G. Wodehouse, who wrote the Jeeves and Wooster novels, and one of his early novels would definitely be on books I'd take to a desert island. Ну, очень трудно вот так вот назвать самую-самую любимую книгу, но я должен сказать, что я люблю Вудхауса, я люблю его произведения о Дживсе и Вустере, и, наверное, что-то вот из этих ранних произведений я включил бы в список того, что взял бы с собой на необитаемый остров. Давайте, может быть, еще один вопрос, если он найдется, а потом мы перейдем к подписыванию книг. Да? А хорошо ли платит Guardian? So I'm sorry for this question, if it might be too sensitive, but how well do the Guardian and the New Scientist pay, and is it possible, to get by? That's a good question. No, that's a good question. Хороший вопрос. New Scientist pays slightly better than The Guardian because it's doing very well as a magazine, I think, because lots of academics buy it and lots of libraries buy it, but neither of them pay as well as comics used to in Britain, or illustration used to. It used to pay a lot better, and like a lot of media, the fees have gone down. So the New Scientist pays better than The Guardian? Yes. То есть вот научный журнал New Scientist платит больше, чем Guardian, потому что его читают разные ученые, профессора, но тем не менее, в общем, я не могу сказать, что это достаточные, так сказать, деньги. И вообще, мне кажется, что раньше гораздо лучше платили за карикатуры, за комиксы, чем сейчас. То есть вот эти вот гонорары упали, к сожалению. But I have a sort of mixture of three types of work. I do the cartoons for the magazines, I do longer graphic novels that I write, and I also make illustrations, more commercial illustrations for book covers, magazines, and things like that. And a kind of balance between the three of them keeps me going. То есть выживаю за счет того, что у меня, в принципе, три таких серьезных фронта работ. Один – это вот эти карикатуры, которые я делаю на заказ для Guardian и New Scientist. Второй – это мои графические романы, графические новеллы, которые я пишу. А третий – это еще разные коммерческие работы, которые я делаю для разных изданий. То есть вот как бы три основных кита, на которых зиждется мое благосостояние. But I'm very lucky, especially in Britain, to be a cartoonist with regular place to show my work and regular money, which is quite a rare thing these days in Britain.
Но я должен сказать, что вообще мне довольно-таки повезло, потому что не так много кто может похвастаться в Великобритании, что у него есть такой постоянная площадка, да, где можно публиковать свои комиксы, свои карикатуры, вот как есть это у меня. Так что, в принципе, мне повезло. The New Yorker pays very well. А Нью-Йоркер платит очень хорошо. Okay. Все хотят, нет, все хотят знать про Нью-Йоркер. Нью-Йоркер plays well. Yeah, I have a last question for you. Well, you have this like little more satirical and critical comics, maybe like this, but your graphic novels, they're about more personal stuff, and like the Moon Cop, it's about like loneliness in most of it. And what are the themes that you like maybe want to discuss in your other graphic novels? Like maybe we can wait for something like that. Я просто не знаю, наверное, надо на русский, да, теперь переводить. Я могу сама сказать, да. Плохо, еще как-то слышно плохо. Да, я хочу спросить Тома о том, какие еще, может быть, более персональные темы он хочет раскрыть в своих будущих графических, да, личные темы, своих будущих графических романах, потому что, например, в «Лунном копе» он как бы рассуждает об одиночестве, как мне показалось, больше, когда его маленькие комиксы, они более такие сатирические, комические и критические. So, did you get Yes. Well, I think that the two different styles of working kind of change what I make in those styles. So the quickness of the weekly cartoons means they tend to be more jokes and lighter and quick ideas. Ну, мне кажется, что вот как раз очень хорошо работает, да, вот в этих разных, так сказать, стилях, потому что понятно, что вот эти еженедельные комиксы, еженедельные карикатуры, да, это что-то такое более быстрое, более короткое, такое более шутливое. And I sometimes think, oh, well, what I'd like to do is make a graphic novel which is like the short cartoons, which is full of jokes and laughs and things. And I often start with that plan, but it takes a long time. And I guess just it's my personality and the way I'm feeling, things sort of slow down a little as I'm writing, and those other themes of sadness or loneliness or failure kind of creep in. Ну и так получается, что иногда я хочу и вот эти свои графические романы сделать более легкими, более шутливыми, но, вероятно, вот таков, так сказать, таков уж я, что когда я работаю над каким-то более крупным произведением, то темп замедляется, да, вот эта быстрота и легкость как-то немножко уходит, а все становится более грустным, да, и вот эта тема одиночества возникает. Ну вот так вот получается в более, так сказать, больших произведениях. And in the longer books, I suppose, I'm often trying to look at some quite ordinary feelings, like you say, like loneliness, or in Goliath, kind of feeling you've been pushed somewhere you don't want to be. But I think if I just made a down-to-earth comic about that set in our world, that would be less interesting. So I like the idea of taking these grand narratives, but then looking at really quite ordinary feelings. Ну и вот мне кажется, что, так сказать, поэтому вот в этих более крупных произведениях, да, возникают, так сказать, вот эти темы одиночества, да, какого-то, так сказать. И, ну и также как бы я пытался, да, и в каких-то своих более коротких карикатурах что-то такое, да, но там скорее они оказываются более шутливыми, более такими легкими. То есть, ну, наверное, здесь момент вот масштаба, да, момент какого-то, так сказать, ритма. Okay, thank you. Давайте похлопаем. Спасибо. Сейчас через 5 минут вот здесь в холле есть большой стол, и Том подпишет книжки тем, кому он еще не подписал. У меня единственная просьба к тем, у кого несколько книжек, и вы хотите получить рисунок в каждую книгу, то вам придется несколько раз вставать в очередь для того, чтобы те, кто окажется в конце очереди, ну, им не пришлось ждать 3 часа. Или просто Том делает вам рисунок в одну книгу, а в остальные просто пишет ваше имя и ставит традиционный автограф. И можно будет, у тех, у кого нет книги, можно будет их здесь купить еще. Вот здесь же за этим большим столом. Спасибо.